привет! У нас третий выпуск подкаста «Вы это серьезно?» И выпуск сегодня у нас, как вы уже обратили внимание, предновогодний. Мы даже вот елочки на столы к нам поставили. Итак, кто смотрит нас впервые, представляю, с нами сегодня в студии Гарик Петросян, кинорежиссер и просто очень хороший человек. Все еще тут. Да, как всегда, с нами наш экспертный ведущий, буквально гуру копирайтинга, политобозреватель, колумнист РИА Новостей Кирилл Стрельников. Меня зовут Светлана Разумовская, продюсер и журналист. И в гостях у нас фактически коллега Гарика Петросяна, актер театра и кино Михаил Салин. И сегодня, как вы понимаете, да. И сегодня мы будем шутить перед Новым годом, радоваться, разговаривать про кино, про Мишу, про Новый год, ну и, соответственно, тематика соответствующая. Принцип доброжелательности. Ну да, и сразу подъехало, собственно говоря, несколько новостей. Да, вы понимаете, что у нас через буквально 5 дней Новый год. И, как следствие, граждан нашей страны ждут самые долгие зимние каникулы в этом году. То есть, по факту, мы отдыхаем аж целых 12 дней. И эту зиму мы будем работать всего 56 дней из 90, что, в общем, реально, самые такие длинные каникулы. Поэтому запасаемся различными БАДами, протекторами, восстанавливать печень. А то в январе раскупят все, и уже вам не останется. Это ты сейчас говоришь про тех людей, которые работают в офисе, потому что мы, люди творческие, всегда работаем, либо всегда не работаем. Да, мы говорим про тех, кто работает пятидневную нормальную работу, про человеческую нормальных работу, людей. Да. А вообще пить сейчас не модно. Пить не модно. Вот, кстати, именно по этой причине общественники хотят запретить продажу алкоголя в России на момент новогодних праздников. Ура! Наконец-то! Нет, секундочку. Хотелось рассказать крутую историю после стакана воды, например. Вот мне нет. Я всегда. Всегда после стакана воды? Я стаканчик чая бахнул, черного либо зеленого, все, у меня понесло меня. Хороший чай. Да, это... Надо выбирать поставщиков. Я тоже такой хочу. Не знаю, мне кажется, все-таки в нашей стране... Почему ждут Новый год? Чтобы отдохнуть? Чтобы Вообще... напиться в Да том числе? нет, Нет, это что, стереотип, мне банально. кажется. Ребят, Смотрите. волшебство, сказка, где? Мы, вот это А как же эйфория. похмелье 1 января? Это уже реальность. Стейка, а ты уже в Это уже не Калининграде, а сказка, в Москве. заметь, далеко. То есть здесь уже лягушка не превратилась. Меня всегда удивляет, почему пить нужно именно на Новый год, почему пить нужно, когда ты в отпуске или что, почему нельзя в другие дни пить? Каждый день, Да в хотя Новый бы. год и в отпуск. Да, пожалуйста. Тут бизнесмены, не знаю, с какого города, кстати говоря, показали инновационный пуховик с наполнителем из пива. Мне кажется, если все-таки спиртное запретят, это прекрасное инновационное решение. Я видел. Прям вот давайте посмотрим. Там можно даже вот... Мне кажется, они не доработали этот пуховик. Согласен. Вот сейчас вы его увидите. Кто его не Перед вами видел. прозрачный пуховик. Внутри настоящее пиво. Это реальный, то есть вот прям... Так оно ж теплое будет потом. А если ты на холоде, оно холодное будет? Ты же зимой его носишь, пуховик. Тогда тебе будет холодно. Мне кажется, туда вискарь надо добавить с колой. Шампусик, коньяк. Вообще, в целом, Шапку такую из рыбы, как бы, в да. целом, Из мне воблы. кажется, эта Да, штуковина из воблы. больше для футбольных матчей. Ну, Чипсы. кстати, Ну, да. прикольная Кармашек. тема. Еще вот, мне кажется, трубочки доработать, чтобы вот так можно было заклепку, трубочку. То есть доработать надо, ребята. Конечно. Но решение, мне кажется, классное. Не надо с собой какие-то бутылки таскать и прочее. Вот пьешь в общественном месте. Нас Подожди, штрафуют же за это. подожди, вспомни 90-е. Ну, мы же все из 90-х, правильно? Как мы в клубы ходили? Во-первых, мы выпивали, когда До. молодые были. Да, до. Причем сколько мы выпивали до? Достаточно, чтобы хватило там. Достаточно. То есть туда мы приходили, мне пивка. А еще мы рядом с клубом прятали бутылочку. На всякий случай. Да. А там-то ты внутри пивка шмякнул, ну, как эстет, да? В итоге тебя после этого, то, что ты дома выпил, пивком шлифанул, вышел на улицу, то, что спрятанное, и еще раз шлифанул. Так мало того, у тебя еще есть пряжка в виде фляжки. Охранники не знают, а ты эту пряжечку открываешь, а там коньячок. Ну, вот видите, мальчики, сколько у вас секретов-то. У нас девочку все попроще было. Лифчик. Нет. С наполнителем. Мальчики угощали девочек. Сейчас, извините, ты должен зарабатывать сколько? 1 миллион в месяц, Да, в лучшем случае. да. Не так давно британские ученые доказали, что алкоголь не может решить никаких проблем. А
российские ученые доказали, что молоко, чай и кофе тоже не могут. Согласен. Алкоголь может решить одну проблему, когда тебе некуда деть время. Вот у тебя есть 3 суток свободных, бутылочка и минус 3 суток. У меня А там еще 2 дня. близкая подружка, ей подарили на Новый год в позапрошлом году бутылку дорогущего Кристалла. Ну вот как из тарантиновского фильма, да, там за 1000 с чем-то баксов. Вот, и она такая... 54 тысячи рублей. Держал, Новый год, значит, все. Она начала, они с другой подружкой его распили, она начала задыхаться, покрылась пятнами, в общем, вызвали скорую, у нее отек квинки. У нее аллергия на шампанское Кристалл. Это аллергия на богатство называется. Слушайте, Михаил, а вот у вас на сайте личном дважды написано, 2 раза подряд, Что что вы вы бухаете. закончили театральный институт. Театрал. Вы были как, в Я трезвом троечник. состоянии? Нет, я троечник. А, Я могу сказать, что троечники самые лучшие люди. Я троечник. Миром правят троечники. Да, у меня по русскому языку тройбан. Да. А у меня 4, прикиньте. А у меня 5, прикиньте. Отличница. Вот она, Капец. отличница. Поэтому ты ведешь это мероприятие, а мы просто подкидываем тебе. Я согласна с Мишей, троечники правят миром. Потому что все наши отличники, кто был, где они, кто Где они? Нигде. Где? Где? Нигде. Где? А троечники и двоечники, директора предприятий, бизнесмены, Есть Потому к чему что у учиться. нас есть цыгане. кризисное мышление, понимаешь? Мы придумываем, Учимся. как выкручиваться из этой ситуации. Согласен. кстати, Михаил, а вы когда-нибудь вообще, вот, ну, только честно, вот вы когда-нибудь снимались вот, ну, вот под шофе, например? Вот Нет. Были такие случаи или нет? Никогда. То есть это Это категорически нет, потому что, ну, во-первых, это неэтично. Во-вторых, у тебя становится сразу блок. Можешь поймать белый лист. Ты не способен импровизировать. У тебя не связанная речь, не связанные мысли. А у кого-то наоборот. Да. А 100 грамм для Вот храбрости наоборот, нет? То есть прям. не Нет, работает такого нет, такое? не работает. И у многих актеров даже в райдере написано, ну, пол-литра чего-нибудь. Жестко. Ну, я знаю многих, которые выпивают, и Я- режиссеры рассказывают по секрету вот так на ухо. Я знаю таких. Да. Я сочувствую режиссерам. Не дай бог. И партнерам. Мне Ну, встречались такие знаете, в партнеры. некоторых случаях, я могу сказать за свою практику, что были актеры, которые выпивали, и я вообще даже вот мысли не мог допустить, что он выпивший в кадре. А бывали люди, которые, что называется, в очко, но он в очко перед словом «начали». Но как только говоришь «начали», Мотор. бамс, и человек другой. Это уже профессионализм. Кстати, а мне приходилось в свое время пить по работе, причем серьезно пить. Да, в свое время Ты был дегустатором? у меня был клиент Хеннесси. Оу, Да, а они владели заводом, вернее, на тот момент они купили завод Арарат. Да, и моя задача была, я был как бы, такое есть понятие как бренд-оунер, да, то есть это как бы ты должен знать о нем все, вот, о бренде, то есть ты от и до, да, вот я был бренд-оунер Хеннесси, да. Господи, опять сегодня бухать. Да, и меня отправили в Ереван. Вот. И там подошли к вопросу очень серьезно. Там, да, раз ты хочешь знать все, значит, ты должен все узнать, попробовать. И, короче, они мне все это, мы в подземелье, как он делается. И на каждом этапе там, так сказать, вот этот спирт, который вот, начиная вот с этих колонн, сначала, вернее, там этот виноград там жмут, потом он идет туда, там эти колонны, где оно там начинает бродить, там целая история. Вот. И потом начинаются разные, как сказать, состояния вот этого спирта. Причем коньяк изначально, он белый. да. Он не коричневый, Он в он бочке не красный. становится То есть коричневым. спирт, конечно, За счет- он белый, конечно, он за счет обожженного дуба. Обожженный дуб. Сколько Причем- в литрах вы выпили? Как и да, вискарь. и вот на каждой стадии нам нужно было пробовать и, как сказать, что понимать, что с этим продуктом происходит. Мало того, вы в курсе того, что вот вы вот как специалист, наверное, вот в специалист. области Супер коньяка профессионал. Арарат. Откуда берутся бочки, древесины для бочек для настоящего коньяка Арарат? Откуда? Даже не представляю. Ну, Из как ты России. специалист. Из России. Никогда в жизни... Да. Я один раз в жизни коньяк пил, мне не понравилось. Российский дуб из южных регионов, да, только из России. И? Сколько литров выпили, говорю? Да пока много, работали? елки-палки, да. И потом в конце, когда они посмотрели на меня, говорят, все, значит, прошел. Как бы. Ребятушки, мне кажется, мы очень глубоко ушли Да. в Алкогольную алкоголь. тему. Скоро новогодние праздники, а для актеров, для режиссеров это самый чес. Для чего? Почему? Больше для актеров, наверное. Ну, больше для актеров. Давай так, я сейчас жесткую черту подведу. Давай. Для невостребованных актеров. Окей. Да. А ты играл Деда Мороза в Новый год, Миша? Да.
Вот. Все же зарабатывают на новогодних елках, Дедом Морозами, там же Ну, как скажем так, ценники. это было проба пера. Расскажи, Э, кто тебя позвал? Мальчик, девочка, какие стихи он тебе читал, сколько тебе Читал заплатили? ли? Сейчас скажу, сейчас Да. скажу. Это была такая пробная история для меня, как для студента. Году, наверное, в 15-м мы попробовали с подругой. Ну, она говорит, давай попробуем. Я Снегурочка, а ты Дед Да. Мороз. Я говорю, ну, почему нет? Костюм есть, все. Я говорю, ну, хорошо. И, в общем, мы пришли. Я не знаю, что с ними делать. Ну, это вот одно дело, как бы, нормальный зритель, да, который приходит на свой спектакль. А здесь ты приходишь в дом, и вот тебя обступают какие-то дети, которые смотрят на тебя такой. С сомнением, да? Не просто подозрительно, Да. а ты должен правдоподобно сыграть роль. Убедить его? Вот обмануть такого маленького зрителя невозможно. Это Вот правда. все говорят, вот детское кино, это же для детей. Ребята, это самый востребованный, самый требовательный зритель. У них... Так, ты не папа рядом. Кто ты, дядя? То есть давай, жги, чтобы я поверил. И вот когда эта черта переходит, да, о том, что вот он сомневался, а потом поверил, вот это классно. Вот Лучшая награда, на самом Конечно, конечно. Вот мы новогоднюю вот эту вот акцию сделали, 10 дней, да, мы там... 10 дней, каждый Ну, день. да, ну с 20 числа ты ездишь по, там, Сколько грубо... заработали, Миш? Ой. Ну скажи, это Да был не хороший Но это заработок? выгодно, нет, вообще? Ну, знаешь, для студентов там тысяч этак 150. Ну ничего Нормально. себе, для для тех времен, мне студентов. кажется, это хорошо. Это включая корпоративные мероприятия, да, то есть у нас были там Дед Мороз, За Снегурочка, 10 да, это 2015 год, 2015-16, вот что-то но вот мне это. кажется, для того времени 150 тысяч за супер. 10 дней Нормально. было отлично. Нормально. На двоих, ну да, Мне кажется, нормально. да, такие деньги могут быть, но тебя, конечно, выжимают по полной программе. Ну. Конечно, конечно. Особенно, в общем, когда ты приезжаешь, и ты Дед Мороз со А заставляют же Снегурочкой. тебя пить наверняка, да ведь? Заставляют. Но А ты? категорически нет. А ты такой, нет. Ребят нельзя ни в коем случае, потому что ты понимаешь, ты с ними выпил, все, началось понебратство, Да, да. давай вот это. Нельзя, точно так же, как и ведущий на праздниках. Я работал ведущим изначально, до актерской карьеры, я работал ведущим мероприятий. Ну, корпораты Праздник. всякие вел? Да, свадьба, банкет, корпоратив, похороны и так далее и тому подобное. Завязал в 2014 году. Причем завязал не от того, что не было работы, а наоборот, ее слишком много было, и с меня просто сдирали уже эту масочку ведущего, вот это вот. Да? То есть то, что накладывает этот отпечаток, ты уже не можешь играть драматические роли, нормально не можешь играть. Тоже верно. Мне уже сказали, Миша, завязывай. Но тем не менее, вот смотри, какой у тебя, в общем-то, богатый опыт. Сейчас ты себя все-таки относишь к драматическим или к юмористическим актерам, или Нет, к секс-героям? подожди. В дипломе написано актер драматического театра и кино. То есть драма это не комедия. Комедия это поджанр. Это У меня в дипломе написано специалист по связям с общественностью. Вообще, то есть Вообще, это человек, который связывает, как говорится. диплом ничего Конечно, не когда говорит. человек по связям с общественностью начинает снимать кино, а человек драматического жанра начинает играть в комедиях, Ну, это прекрасно? нет. Я вообще Наступает Новый год. считаю, что когда актеру дают клише, он драматический актер, он комедийный актер, он секс-символ, это бред. Согласен. Потому что если он актер, он может сыграть все, что Всё. ты ему дашь. Да. Вот и все. Правильный режиссер. Вот правильный Слава говорит. Заметьте, у меня комедийный талант, ну так сказать, талант, он у меня развился, наверное, на режиссерском факультете. И Яшин Сергей Иванович из меня вытаскивал это. Я вообще не думал о том, что я смогу существовать в комедии, хотя, в принципе, потуги мои были. А тяжело ли научиться быть смешным, как бы? Потому что некоторым это просто как бы от природы дано. Разве можно научиться быть комедийным актером? Как бы? Разве Юмор это дело возможно? серьезное. То есть Юмор это как возможно? спорт. Юмор дело Ну, серьезное. то есть этому научить можно? Это либо есть, либо нет. Это может прийти. Ага. А типа может... как?
Вдруг ты утром просыпаешься такой, Опа. и Нет. что ни слово, то шутка, жжешь глаголом, и все Нет. ржут такие Нет. ходят, и ты такой, вау, я Вупи Голдберг. Нет. Нет? Нет. А Вот как? мой педагог Михаил Борисович Борисов, светлая ему память, он нас учил, как юморить на сцене, эстрадно. Да? Он говорит, ты пошутил? Паузу выжди. Дай посмеяться зрителю. Ха-ха-ха. Зритель посмеялся. Ага. Оценил? Дальше. Шуточку. Пошутил. Дождись оценки. То есть не лепи. Что ты лепишь? То есть он нас этому учил. Ну, Да, не- работает это. Не соглашусь. Работает, в каких-то моментах может. То есть, но к этому ты все равно приходишь, как надо юморить. Не сам пошутил и сам посмеялся. Да? У нас зачастую это происходит. Я сам грешен. И такие вещи я тоже иногда делаю. Да. То есть здесь сдерживать себя надо. Это, опять же, это ежедневная работа. Это работа актера над Но собой. все равно рождаются же люди вот с явным талантом, которые за словом в карман не лезут, у которых Да. молниеносная реакция вообще. Это тоже отрабатывается, это тоже вырабатывается. Да. Нет, есть люди, Юмор- которые с этим рождаются. юмор Вот я буду это до вечера спорт. думать, что ответить. И вечером такая, ох, надо было тетке в очереди вот это сказать. Сутки. Смотри, еще раз повторю. Юмор — это спорт. Если ты занимаешься юмором, то у тебя это уже отработанная система. Если ты там полгода позанимался юмором, а потом 3 года не занимался юмором, а потом пытаешься вернуться в юмор, потому что когда-то ты был смешной, это не работает. Это спорт, реально. Ты просто вырабатываешь себе в мозгу вот эту вот суперспособность. Это как говорил один хороший артист, он говорил такое, что вообще плохой актер работает на штампах, а хороший актер на огромном количестве штампов. Ты хороший актер? Я хороший актер. Кстати, из Саратова, насколько я понимаю, вышло там много актеров хороших. Хороший. Да. Да, и там, которые вошли в историю. Табаков, да. Олег Павлович. А в какую Да. историю вот вы хотите попасть? Игорь Хрипунов. Я? Интересный вопрос. Моя роль должна меня найти. Это моя роль должна меня найти, не я найти роль. Это, как Андрей Миронов говорил, ваша роль вас найдет. Самая твоя яркая роль? Ха! Ну вот ты вот. Я не сыграл у еще. тебя, кстати, я посмотрела, фильмография такая, что-то там порядка 76, что ли, фильмов. Больше, уже Больше уже, давным-давно. да? Ну, официально, по крайней мере, фильмографию читаешь. Половина я вообще не знаю, что это такое. Светлана, я не сыгранный артист. Что такое? Артист, который... Артист, который еще не сыграл. То есть у меня нет такой роли. У меня есть роли, которые мы пишем сами. Мне, в общем, за них не стыдно, я могу это Ну, за что показать. тебе А не за какую стыдно? стыдно? Давай с другой стороны зайдем. За какую роль стыдно? Нет, у каждого есть актера, за которую, роль, за которую ему стыдно. А зачем брать роль? Мы не берем. Мы по факту получаем сценарий. Иногда мы даже не получаем сценарий целиком, мы видим фильм так уже на экране, такой, господи. Я никогда не буду винить актера. Если плохо играет актер, виноват кто? Режиссер? Если хорошо играет актер, Ну, конечно, актер. Конечно, актер Молодец, молодец. актер. Не, это... виноват тоже режиссер. Вот здесь и в любом случае виноват режиссер. В твоей вот фильмографии есть реально фильм «Секс-терапия». Да. Ну вот странный фильм. Я видела... ты видела? Я видела фотки, да. Это фотки это видела. ужасно. Это фотки Для видела. меня это ужасно. Ты да. видел просто фотки. Вы жалели, что съемки Нет. окончились? Ну подожди. Вот, кстати, Зачем? щас Почему? объясню. Я просто... Мы не можем показать эти фотки. У нас Там классные. контент разрешенный Вот для такие. детей. Я Да. посмотрю. с Миша вашего Салин позволения. на четвереньках очень- с стропонами. Это было очень круто. Это была крутая съемка. Во-первых, это был Крутая. крутой эксперимент настолько. Но у меня были классные партнеры. То есть, типа, эксперимент выхода из зоны комфорта? Понимаешь, Это сериал, да? Да. У меня тогда был агент Ирина Никитина, по-моему. Да, Ирина Никитина. Она мне прислала этот сценарий. Я читаю, у меня глаза округляются. Я такой, что? Вот примерно как у тебя реакция была. Что? Она говорит, Миш. Я Ты звоню, не говорю, пожалеешь. она говорит, Миш, это крутая тема. Я говорю, ну подожди, она такая, Миш, это классно. Я говорю, ну в принципе. И, в общем, она меня уломала. Я прихожу на первый съемочный день, и Андрюх Назимов ко мне, Миш,
Слушай, у нас на эту роль несколько человек убежало. Внимание, он играет секс-раба. Убежала. Нет. Ну, как это? Секс-раб. Секс-гуру. Секс-гуру. Там секс-гуру. Да, то есть у нас в отношениях с Ириной она доминант. Ну, раб. Но в то же время, да, мой персонаж, он помогает главному герою раскрепоститься и понять все прелести женского организма, что надо делать и так далее и тому подобное. Но в итоге-то, в общем, он говорит о том, что, дорогой, это все ерунда. Поступками завоевывать. Ну, ты сейчас не про женщин. философию давай, ты нам Это- жги это в подробностями. дальнейшем, Как да, ты но, вообще смог решиться на это? Придя на первый съемочный день, он подходит, Миш, как? Ты согласился? Он говорит, я говорю, ты знаешь, хотел отказаться. А потом подумал, Но не как- смог. а когда я еще так постебусь? В общем-то, это прикольно, это шалость. То, чего не хватает в большинстве работ наших, да, кинематографии, очень боятся. Ага. А это вот прям на грани, а не на грани. То есть свалиться можно, прям было вот, Ну да. ну прикольно. Но Понимаешь? пошлости не было, я надеюсь. Ну, как тебе сказать? Ну, Сиськи были? Одна сцена была, но не у меня. Да, Там. но полуголого Мишу А, то я есть без видела. Полуголого Да, ну, Мишу я как бы, видела. это была такая вообще маленькая ерундень. Знаешь как, на грани, Маленькая на грани ерундень. пола. Маленькая Понимаешь, на грани ерундень. пола, На это грани пола. то же самое, как когда нам говорят, можешь ли ты раздеться в кадре? Я говорю, я отношусь к своему телу как к инструменту. Как к храму. Нет, как к инструменту. И в итоге, то есть, режиссер мне дает задачу и говорит, что это обоснованно и это надо для сюжета. Я говорю, да не вопрос, конечно. Пожалуйста, даже с удовольствием. Поэтому Надо, Миша, надо, значит надо. Надо для никакой раскрепощения грязи, я поучаствовать в надеюсь. групповухе. Надо, Нет, Миша, нет, надо. нет, Это нет, же нет, язык. нет, Никакого никакой. порно, никакого, Ну, то есть ничего. грязи не было. Нет. Все Порно озвучивал? Что? Порно озвучивал? Все актеры прошли Слушай, через ты это. знаешь, на заре моей юности меня зазывали. Не Это- озвучивал? Нет, я не озвучивал. Меня зазывали, я говорю. В порно зазывали. Хорошо, а звал тебя Сарик? Сарик Андреасян Вот это сейчас ты очень много внезапно снимает. прыгнула. Ну, зазывал. У меня ассоциативное мышление, я же блондинка, журналист. Зазывал, вы жизнь по Зазывал, вызову сразу, зазывал. да? Ну да, и у Блин, меня ну куча давай. ассоциарий. Слушай, Ассоциарий. я Слава какие. к Сарику, вот честно, он трудяга. Ну вот честно. Давай так. Я что-то против него имею? Нет, ничего не имею. Ну, у вас какие-то терки были? Да нет. Какой-то. Вы что-то в Да Телеграме нет. фиксировались, Нет, просто есть инструменты у актеров, да, как бы выкидываешь какую-нибудь приколюшку и показываешь себя в разных образах. И отмечаешь там режиссеров, кастинг-директоров и тому подобное. И, Типа, видать, посмотрите на меня. это не работает. типа, понятно. Это, понимаешь, когда ты студент, ты пробуешь все. Надо попробовать. Если ты не попробовал, ты не узнаешь, что это не работает. Через понимаешь, собачку надо, типа да, собачка, обрати внимание. но Сарик заинтересовался и начал лазить. О, Лазил, лайкал, начал лайкать, понимаешь? То есть как бы для актера лайк от режиссера. Он такой, заинтересовался. Первая публикация, вторая публикация, третья. А потом там просто публикации были такие, они достаточно, ну, такие на грани. Мы очень любим с этим жанром работать. С Ириной Петровой, у меня подруга. Это был «Аромат любви», пилотный выпуск такого же шоу, да. И мы там что-то где-то вот было прям вот так вот остренько, но попадало. И, видать, в него попало. И он меня блокирнул. Лайкал. что, про него там было остренько? Нет. А про что? Нет. Попал именно, понимаешь, в контексте. То есть Ты так сама, думаешь? ну, там шутки были выстроены так, что ты мог узнать себя. Там любой мог узнать себя. То есть вы нарочито шутили над Сариком? Нет. Не понимаю. Никто, это может абсолютно любой режиссер, абсолютно любой Узнать артист. себя. Конечно. Понимаешь? Хорошая шутка и вообще хорошо сыгранная роль — это там, где тебя узнают. Так это же сосед с соседнего подъезда. Это лучшая роль. Почему «Бриллиантовая рука» стала хитом? Почему? Потому что Никулин сыграл соседа. Ну, Семен Семенович. Конечно. Кстати, про Семен Семеновича. Семен Семенович. У нас, собственно, уже на носу не сопля, а Новый год. Вот, и, соответственно, в новогоднюю ночь ТНТ презентует
новый переснятый фильм «Новые приключения Шурика». Предлагаю посмотреть тизер, ну, потому что мне есть что предложить вам обсудить. С большим удовольствием. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Можно просто Шурик. Да я вам сейчас все расскажу. Все началось в тот солнечный день. Хотя я немного забежал вперед. Я смотрю, вы вообще не в курсе моей жизни? Конечно, нет. Я в первый раз вижу. Знакомьтесь. Нина. Юра Борисов. Простите, просто хотел произвести на вас яркое впечатление. Не стоило. Он меня даже в Аноре не сильно впечатлил. Набор актеров, конечно, здесь, как Понятно, всегда, каст звездный. божественный. Да, каст божественный. Вы заметили, как прекрасно Бодрудинов просто попал в образ и Семен Семеновича, и Шурика. Баттер прекрасный. Я его снимал Кравец прекрасный. несколько раз, и это невероятно талантливейший человек. Я вообще не понимаю, почему его так долго никто не снимал. Он пластичный. И вот я могу сказать, чего уж тут греха таит, я был один из первых, кто его начал снимать в кино и в сериалах. Народ уже возмущается. Я просто читала комментарии и в Телеграме под постом Тины Канделаки, и на разных ресурсах, куда они выложили, что типа вот, Посягнулись на задрали. классику. Ну, типа, да, сами ничего придумать не можете, вот это переснимаете, ля-ля. Вообще, вот как вы к этому относитесь? Миш, как ты к А этому давайте начнем относишься? с того, что Леонида Гайдая троллили по полной программе и говорили о том, что ты недостоин называться режиссером. Как долго его фильмы на полках лежали. Конечно. Еще мало того, весь худсовет, чтобы пройти, ведь он же испытывал, ну, наверное, ну, такое гонение. Хорошее слово. То есть не был оценен. Знаете, в чем была его фишка? Его фишка в том, что он работал на грани фола и в то же время очень остро шутил. Его шутки были... А вот шутка, повторенная дважды, не считается шуткой. И здесь я, в общем-то, немножко... Ну, как можно относиться к этому? Это капустник. Мы, Так и есть. мы такие Ну, капустники этому делаем. фильму? Да. Конечно. Это фильм-смешнушка. Просто Капустник. посмотрел, Ну, это посмеялся корпоративный. и Ну, выключил. правильно. Так, об этом и речь. одноразовое. Не Ну, нужно к сами- этому ну, относиться надо как к вообще. великому кинематографу. Простите, пожалуйста. Ну вот как вы представляете себе, например, броненосец Потемкин, например, с Киркоровым? Ну, это да? жутковато, конечно. Или, например, там Республика Шишки там с Ревой, с По каким-нибудь. приютам я Это с же детства безумие, да? Ну, то, скитался. соответственно, вот примерно все в таком ключе. Конечно. То есть, Не, ну- ну, давайте уже... Нет, секундочку, если уж начали с Шурика, давайте начнем сначала тогда, все переснимем от и до. Так мы и Тогда переснимаем уже. всё. Так они Да. и переснимают. Вот, Нет, «Желтый так они ж берут, чемоданчик», они «Война берут и мир». смешное кино и делают свою версию. Это ремейк, это смешной ремейк. Нельзя к этому относиться как к большому Нет, ну вот, кино. кстати, Хорошо. да, тут вот я И могу... не- поэтому и не относимся. Нет, вот я могу сказать, что вот у американцев как бы это нормально. У них какой-нибудь фильм старый-старый-старый, хоба, Очень они снимают... очень страшный Крик, фильм. очень страшное кино, там Да, у них очень же страшное 100-500 этих ремейков на фильм Так Крик. первый же гениальный. Тетка-то, которая с черными волосами из колодца «Звонок», выходит. да. «Звонок», 3 ремейка, и все классные. Знаешь, в чем там была фишка очень страшного кино? Я недавно смотрел какой-то обзор вот именно на этот фильм. И говорили о том, что каст, который был подобран, сделали сами создатели фильма «Крик». Компания, которая сделала пародию на фильм «Крик», авторами были именно эти люди. То есть вот оно в чем. Они Сняли сами себя постебали. Пенки сняли. Да! Да, ну вот, друзья, вот я, например, все равно, ну нет, и вот базово, Подожди. окей, но есть вещи, которые я не понимаю, например, «Назад в будущее» с другими Не надо это актерами. делать. Не Ну надо. вот, Вот это это же не надо. это делать. священно. Это- Да, так это никто и не переснимает его. Буратино с Роланом Быковым прекрасным. Да. Зачем переснимали? Ну, давайте не будем. Но... Смешнюшка, как вы говорите, да? Смешнюшка? Нет, но почему нет? Здесь немножко другая история.
здесь Какая новыми... другая? То есть «Назад в будущее» одна история, здесь другая? Нет, Хорошо, здесь- критикуй, здесь- предлагай. Здесь другие инструменты для работы, понимаешь? Здесь больше графики, здесь как в Чебурашке, да? современное видение. Почему нет? Гарик, Ну ну, на самом деле, давайте по-честному. Ну, если бы они взяли бы вот эту вот историю, вот эту классно снятую, Да. блин, операторская работа, во, Карен- графика, А давайте прекрасно. посмотрим «Буратино». Карен, я знаю его, он божественный. Но вы оператор. возьмите имена, поменяйте, и получится новое кино. У вас поменялись там предлагаемые обстоятельства. Если вы поменяете просто имена, они не будут Ты сейчас называться. про какой фильм говоришь? Ну, то же самое. Про Шурика? Про Шурика. Конечно. Так, тогда это будет другое кино. Тогда к этому нужно будет относиться серьезно. А как относиться серьезно к переснятой классике? Нельзя относиться к этому серьезно. Поэтому Давай по претензии. поводу Буратино. Я, сука, буду защищать все. Буратино, смотри. Посмотрим тизер Давайте, «Буратино». братьям, Давайте посмотрим, и я все объясню. Со звуком, пожалуйста. Деревянный бомбина. Спешите видеть то, чего не видели никогда! Как нас зовут? Зачем вы его бьете? Кукла. Не трогайте его! Поразительно. Это что, дерево? Деревянность — это лучшее, что может быть в артисте репертуарного театра. А это мой сын. Прекрасная фраза. Деревянность может быть лучше Понятно. в артисте репертуарного театра. Теперь вернемся, Ну, зачем это снимать? Вот смотри, покажите нам фотографию Базилио Быкова и Базилио Петрова. Вот просто покажите нам. Вот посмотрите. вообще, ты что? Для меня навсегда Базилио Конечно, это Быков. Быков. Это Конечно, навсегда. конечно. Это Для невозможно тебя, понимаешь, переиграть. для- Это я как «Назад понимаю. в будущее» переиграть профессора. Смотри, это для тебя сейчас так. Но сейчас этот фильм снят для современных детей. Они уже все посмотрели старого Буратино. Никто еще не посмотрел. Мой старого. ребенок давно А сколько посмотрел. лет твоему ребенку? А твоему? Моему Твой 3. еще маленький, он не может моему пока 3, понимаешь? посмотреть. И я ему покажу современное Ты ему не Буратино. покажешь старое? Если он захочет, почему Фу, нет? на вас еще раз. Ну как, Гарри? Ну Это вот так, простите, это кал вот какой-то так. У просто тебя в голове один образ, а у других людей будет другой образ. Почему нет? Почему не дать людям разнообразие? То есть ты считаешь, что Базилио Быков Он прекрасен. прекрасен? Для нас он прекрасен. Ну, а почему ты своему ребенку хочешь показать Базилио Петрова? А почему я не могу своему ребенку показать и Петрова, и Быкова? Можешь, в другом порядке. Слушай, Александр Петров великолепен в некоторых ролях, и он очень Он любим трудяга. многими, он Трудяга. трудяга. Мы же сейчас не говорим, что Нет. Петров плохой актер, а Ролан Быков хороший. Мы Нет, про другое говорим. Нет, пойми, тогда 99% ремесленников как бы были, а вот эти вот 10, они были на экране. А сейчас, получается, поменялось. Понимаешь? Сейчас все те, кто может из себя что-то сделать, они не нужны. Знаешь почему? А потому что режиссеры, блогеры. Неправда. Режиссеры, Вообще не КВНщики. согласен. Вообще, понимаете? я КВНщик. У меня нет образования режиссерского. Я снимаю кино. У меня, не про у тебя меня 12 продуктов за 3 года. Кто еще может так сделать? Никто. Так вот, сейчас не об этом, понимаете? О чем? Можно в меня покидать палками, все нормально. Я к тому, что почему люди делают современные вещи, да, из старых вещей. Ты же пользуешься тушью, пудрой. Ты же не пользуешься то, что было произведено в 90-е годы, понимаешь? Ты пользуешься современными вещами. Так почему же нельзя посмотреть современное кино, которое было когда-то? Скажи, тогда? хорошо, Гарик, кино — это искусство? Сейчас нет. О, Ну вот, собственно. Вот ответ на твой О, вопрос. Потому что подождите, для меня это подождите. кино Вот и искусство, а всё. для тебя это вещь. Подожди. Ну, типа, Нет, для меня это не наклепали, вещь. сделали. Кино уже давным-давно стало это бизнес. Вот, бизнесом. а вы что думаете, А, наши ну вот. зрители? Чтобы- Кино — Тогда всё это нормально. искусство или Тогда всё бизнес? Кино складывается, очень да. важно Чтобы понять кино наш стало спор. искусством, чтобы Да. кино стало искусством, Обратно. кино нужно снимать годами. кино надо снимать на свои деньги. Во-первых, ну не обязательно, кино нужно снимать долго, да, то есть сейчас как? 40 дублей. Сейчас тебе дают, условно 30 говоря, дней. там, это в лучшем случае, тебе дают 20 смен, и тебе нужно снять полный метр. Невозможно снять супер крутое кино за 20 смен, хотя я снял за 8 Можно. смен крутое кино. Сейчас не об этом, да, то есть тебя... Какое крутое кино ты снял? «Слон». Ну, неплохое кино, да. Я считаю, что это лучшее кино. Я не видел. Посмотри. Особенно если родитель, будешь плакать долго и счастливо. Вот. Сейчас режиссеров почему-то
мой подкаст стал. Сейчас Мы обсудим тебя. Давай. Сейчас продюсерское кино, потому что людям нужно зарабатывать не только продюсерам, но и режиссерам, актерам, сценаристам. И чем больше ты продуктов делаешь, тем больше ты Ты зарабатываешь. мне-то это не рассказывай. Вот и все. Ну, мы-то все в одной индустрии. А чтобы кино сделать искусством, его нужно очень долго делать. Понимаешь? Чтобы у тебя в смену было 3-4 минуты, ты снимал нормально, качественно, разложил, положил, перепридумал, придумал. А сейчас нет такого. Ну, у значит, тебя нет назад в времени будущее на это искусство, понимаешь? Да. Да? Искусство, Конечно. правильно Да, я однозначно. понимаю? Мало того. Значит, приключения Шурика старый, это искусство. Естественно. А Так новые если- приключения Шурика это бизнес-проект. Так и Просто есть. Это хахайка. запущенный в Новый год. Да. Но при этом, да, ребят, мы ни в коем случае не хейтим. Классный каст. Свет. Вообще, слов нет. Смотри, у нас были деловые сессии на кинофестивале. В августе мы были там фестиваль «Антарес». И мы пришли на эти деловые сессии, там рассказывали про субсидирование фильмов. Мы с моей партнершей такие заходим, а там все сидят, знаешь, так 10 утра. 10 утра деловые сессии рассказывают про кино. Мы заходим, там люди сидят, знаешь, кто в телефоне, кто спит. 10 утра, ну, понятное дело. Мы такие, пойдем на первый ряд. Пошли. И мы сели прям, вот, мы видим всех этих продюсеров, да, кто деньги раздает, значит, инвесторы. И они сидят, рассказывают о том, что у нас вот, значит, кино историческое, нам на историческое кино нужен миллиард. Да, мы просим миллиард, нам дадут половину, мы понимаем это. Мы сидим, это слушаем, да. Ну и, значит, вот нам нужен миллиард сюда, миллиард туда. Я такие руку тянем, извините, пожалуйста. Они такие, да. Дайте нам. Я говорю, вы знаете, нам, вот, допустим, мы молодые, юные, и вообще юные кинематографисты. Мы режиссеры с образованием, с 3-4, люди, которые, в общем-то, посвятили свою жизнь этому. Мы хотим сделать искусство. Мы снимаем на свои деньги. Мы не просим ни у кого, нам не надо. Но вы нам дайте выход на зрителя. Просто до зрителя донести. Вы понимаете, закрыто все. Онлайн-платформы закрыты все. Телеканалы. Не согласен. Я на своем... У меня был даже полный метр. Я ходил с полным метром. У меня ужастик. То есть я ходил вот так. Никому не надо. Потому что это ужастик. Неважно. Нет, это важно сейчас. Нет. Его потом забрали, причем везде и все. Но это Так было забрали уже же? потом. В итоге они говорят, Михаил, вам нужны медийные лица в кадр. Я говорю, зачем? Они такие, мы не сможем тогда продать кино. Да, Я дорого говорю, продается. ребят, поймите, нам не надо. Нам не нужны ваши медийные лица. Почему? Потому что они несут свой шлейф. В нашу вселенную они не вписываются. Почему? Потому что, давайте сначала. За 30 лет, больше 30, российская индустрия не сделала ни одного Ди Каприо, ни одного Тома Хэнкса, ни одного Харрисона Форда, ни одну Анджелину Джоли, на имя которого пошел бы зритель вот в кинотеатр. Вот, Российский зритель? Российский. Неправда, не соглашусь. Подожди секунду. В итоге, я говорю, пример, «Терминатор». Арнольд Шварценеггер не был звездой, когда Кэмерон снял «Терминатор». Фильм поменял. «Звездные войны», там не было звезд. Мы сейчас очень... «Назад в будущее». Это «Аватар», было раньше, «Титаник». поменялось Нет. все. Вы как вспомнила бабка, как была молода, понимаете? Теперь Мы говорим про разные эпохи, все Подожди, равно. да, мне такое же. То же самое сказали. Я говорю, хорошо, российский фильм. Вот раньше все Подожди, было лучше. я И теперь- кино, и я теперь- картошечка, и актеры. Вот ты про это Нет. Миш, сейчас. Короче, телевизор был заполнен для тех, тем, кто что посмотрит нас снимали. перед Новым годом, у вас Самый есть раз волшебная возможность посмотреть новогодние каникулы фильм «Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашка 2». Это только в начале года. Дальше больше. «Приключения желтого чемоданчика» и многое-многое другое. Ремейки хороших старых фильмов. У вас есть возможность посмотреть. Мы не делаем рекламу и самим оценить, хорошо это, плохо. Сейчас идет тренд на устраивает, ремейки, нет, почему да. нет? Станиславский говорил, если у вас отсутствует принцип доброжелательности, умеете воспитывать его в себе. Я улыбаюсь. Но я на самом деле заговорила про это не для того, чтобы похейтить, еще раз говорю, современных актеров, да, или современное не виноват. кино, а про другое. Я считаю, что просто есть вещи, на которые покушаться не стоит. Потому что ни один новый фильм, снятый по мотивам этого старого фильма,
Ну, 12 никогда не переплюнет ремейк, оригинал, а скорее всего будет не Подожди. Почему дотягивать до Чебурашка него. переплюнул? Чебурашка посмотрела полстраны. Слушай, если Чебурашка не больше. было фильма, Чебурашка был мультик. Его Так. сделали полнометражным фильмом, и из него сделали анимированного героя, как бы, да. Ты про другое говоришь. Если бы Чебурашка был художественный фильм, Ну давайте дождемся, сейчас Буратино выйдет и посмотрим. Просто зритель решает все. Мы посмотрим в конце уикенда, как он соберет кассу. И если он соберет кассу, понимаешь, значит, мы говорим абсолютно о разных вещах. Но мы Если, с тобой сейчас- если Буратино современный соберет нормальную кассу, значит, что говорит? Значит, люди хотят смотреть ремейки старого либо людям просто кинематографа. нечего смотреть, Либо, и они либо идут людям, новогодние либо людям просто каникулы. хорошо, Смотреть. либо людям их хорошо прорекламировали этот Ребята, фильм, а это потому не- что там звезды и так далее. и так Неважно. далее. Все равно, Как не если важно? ты пошел, Это важно. Если ты пошел, ты проголосовал Голосовал за Тогда это. мы рублем, говорим, да. секундочку, но тогда мы говорим про ваш подход про бизнес. С Да. точки зрения бизнеса, Да. 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 С точки зрения кино, нет. Почему? Да. У тебя, Почему? в кинотеатре, Потому. у тебя в кинотеатре просто гигантский выбор, что можно посмотреть сейчас. Правильно. Огромный выбор. И ты И голосуешь один рублем, бизнес, и что один тебе бизнес посмотреть. конкурирует с другим. Да. Так, Это так мы же нормальная говорим история. про разные вещи. Мы говорим про кино, а вы говорите про бизнес. Нет, здесь говорим у тебя, про кино, тебе это уже предлагают бизнес. посмотреть Правильно. 10 фильмов в кинотеатр. Вот ты пришел, у тебя есть 10 фильмов. 10 ты на что пойдешь? 10 бизнес-проектов, да. Кто лучше прорекламировал, туда и пойдут. Слушайте, Да, а именно пересматривать, так. мы все равно будем бриллиантовую руку в 1001 Конечно, раз. конечно. Почему И посмотрим через 10 лет, где ваш Да. Чебурашка будет. Ну, давайте время покажет, я считаю, да, еще раз, наша задача не захейтить все-таки. Мы просто про то, что кто-то считает, что это кто-то из наших даже зрителей, да, из российских жителей, которые зрители этого всего, что показывается в кинотеатре. Кто-то считает, что это плохо, кто-то считает, что это хорошо. Мы хотели понять, ну вот в студии, да, наши даже мнения разделились. У меня вопрос к вам. Смотрите, вот я точно знаю, что каждый актер, когда вот сыграл какую-то роль, каждая роль как бы оставляет у вас частичку, да, то есть ты оставляешь себе частичку этой роли. Вот какую частичку оставила вот роль Гитлера, например, у вас? Это играл Гитлера? Да, «Внутри Каракурта», да, по-моему, назывался фильм? Да. Я не видел сценарий целиком. Так. Это тот Опять? самый- нет, это как раз тот самый случай, когда я видел только фрагмент. Я не Так. видела А фильм почему? вообще. А? Извини. Почему видел То есть только вы не знали, фрагмент? что Гитлера то есть играете? Нет, тебе сценарий, присылают да. кусочек, и ты такой, согласен. Ну, Так, что ли, во-первых, Там же была, Во-первых, напомни, не главная роль, это же нет, был это, эпизод. слава богу, Да, да. как говорится. Но мне за него не стыдно, кстати. За Гитлера? За эпизод. Вообще, Да. вообще нет. Если вы видели его, нет. Скажем так, не каждый день тебе позволяют такого диктатора сыграть. И причем я же его не оправдал, а наоборот. То есть он в аду. И что с ним происходит? И вот это интересно. Я на днях наткнулась на новость про Адольфа Гитлера, который жив. я Представляете? тоже. Покажите нам, Ну, пожалуйста, если давайте так, можно. он Гитлер или Гитлер? Адольф Гитлер победил Мне кажется, на он Гитлер. выборах в Намибии. Вот человек, 66 лет политику. Да, родители красавчики. У просто него Вообще, назвали. пошутили над Шутка парнем, такая. он победил. фамилия Унона, а отец назвал реально его Адольф Гитлер, двойное имя. Ну, типа, отец не знал исторический контекст личности Адольфа Гитлера. Мне кажется, очень даже знал. Мне кажется, да, потому что, например, вот политик шутит и говорит, что я не собираюсь захватывать мир и порабощать его, как это делал, типа, мой тезка. Адик. Но, тем не менее, 85% в Намибии на региональных выборах практически в сухую. Вот это они Ну, это расисты. ненадолго. В Намибии так часто меняются президенты и руководитель, что, мне кажется, он Расисты. Слушайте, ну нет, скажите, круто, Адольф Гитлер жив. Вот, ну, Ну, все время, вообще, все время это классно. конспирологи говорят, Адольф Гитлер в Латинской Америке, Адольф Гитлер в Африке. А что больше нравится играть, антагонистов или добрых героев? Ты знаешь, злодеев играть круче. Мне кажется, легче. Нет, Нет. вообще Да не легче. ну нет, Вообще разве? ни разу не Понимаешь, легче. герои, они все сладкие. Вот Если ты сыграл злодея такого, Роман Мадянов. где зритель смотрит, и, знаете, есть такая фраза «хочется через экран», Вот. тогда ты красавчик. А когда ты злодея сыграл сам, ну, просто сыграл, типа, это так себе история. Что актер, который сыграл Джоффри Баратеона в «Игре престолов», вот самый конченый Да. персонаж, Да. он закончил с кинокарьерой.
Да? Он Почему? больше не снимается, потому Он что, прожил. потому что он так круто сыграл, Ну, что он не погрузился. мог выйти на улицу. Его все ненавидели, люди Да, его да. ненавидели. Я Да, с ним да, интервью как читал. раз смотрел. Вот, по и он эту- сказал, на что эту все, тему, ребят, да. с меня хватит, я Читал. больше не буду. Класс. То есть человек одной роли. Красавчик. Но то, как он сыграл, Красавчик. он гениальнейший вообще актер. Я считаю, что он один из лучших актеров всей «Игры престолов». А вот Да, здесь да, знаешь, да. что скажу? Гениальнейший режиссер, который позволил ему это сыграть, который на этот эксперимент Или пошел. раскрыл его. Да. Они все дети были Да, изначально. конечно. Они же выросли. Их никто не видел. Их никто не знал. Но режиссер дал такие им вводные, дал такие задачи. Какой он... И он за кадром. Друзья, там такие были бюджеты. Они У этого делали, фильма У были... понимаешь, него в одной серии бюджет, Подожди. как мои 3 фильма Да не, просто. да. да не в бюджете дело. В бюджете! И в этом тоже, Миша! Да нет, что можно без бюджета снять так круто. Но вот Тарантино же снял Конечно. этих бешеных псов. Какой Я там смотрю, А бюджет? когда это было, ребят? Почему Не, вы... какая какая разница? разница? Неважно. Ладно, скажем Ребят, так, честно, нет, бумеры попробуйте- тоже снимали за Попробуйте копейки. сейчас снять с минимальным бюджетом. Мы снимаем. Можно снять. Можно Я снять. снимаю Что, где это? на фестивалях. Лучший сценарий, лучшая мужская роль, значит, Можно снять, лучшее можно. жанровое Что, решение. а фестивале что Так дают закрыто, фестивали? я же говорю, Фестиваль- родной, закрыто. Платформы Не закрыто. закрыты. Платформу. Если ты снял, Закрыто. если ты снял кино, и ты приходишь на платформу и говоришь, ребята, я снял кино, покажите, пожалуйста. Денег не надо. Они с большим удовольствием заберут и покажут. Нет. Так не работает, Не Гарри? работает это. Возвращаясь к Тарантино, я сейчас, вот, Кирилл, ты прям с языка сорвал. Я сейчас пересматриваю тарантиновские фильмы. Сейчас, угадай, какой фильм я сейчас смотрю, заканчиваю смотреть. Ну, у него много фильмов. Вот да. раньше фильмы были Понимаешь, лучше, жанр, актеры лучше, офигенное Тарантино кино. крутой, сейчас Позавчера смотрел Ну, вы «Бешеных сейчас как псов». старые Великолепно. Понимаешь, старички. Нет, кино снято с классной идеей, с классным энтузиазмом. Горел, понимаешь, глаз горел у всех. Они все были, в общем-то, люди с Смотри, именем. давай, вот сейчас, я крутые просто фильмы. сейчас закончим эту тему. Да, просто, да, я просто щас она бесконечная. Да, смотрите, «Достучаться до небес». Гениальнейшее кино, просто Ну, божественно. Снято за 3 копейки. Сейчас, если сейчас такое кино снять и показать, ни один зритель не посмотрит. Почему? Нету света, все в расфокусе, непонятные диалоги. Ну, но на то время, когда оно вышло, это было просто сверх. Другой мир был. И вообще, мне кажется, это классно. Время бежит, время меняется, появляется что-то новое. Зумеры, новые блогеры, кино, подход. Надо подстраиваться к ситуации. Это Бекмамбетов фильм сейчас снимает с искусственным интеллектом. И говорят, Зло ли что, это, да? И говорят, что Голливуд жутко триггерит вообще вся эта история, потому что, ну понимаете, да, он снимает полностью кино, где нету Брэда Питта, Тома Круза, Анджелины Ну, Джоли, вообще- где все герои вымышленные, их Бекмамбетов, сгенерировал искусственный открыватель новых интеллект. форматов. Он был первый, кто сделал Screen Life. Экспериментирует, Да, что ли? и Но это ж очень- класс и это или очень нет? круто зашло. Да, вообще. Так ну, эксперимент должен быть всегда. да. Получится? Я аплодирую, Отлично. красавчик. Ну, Если у круто. него это Хочется- выйдет, так хорошо. Они вкладываются в создание брендов, и они уже бесплатные для них. Они же им не платят, страховок нет, выплаты нет. То есть они сейчас, уже сейчас на Западе уже есть виртуальные люди. Если только искусственный персонажи, интеллект не захватит персонажи мир. бренда. Не Всё, поверишь, они в них по вкладывают пов- деньги. По поводу вот всего вот этого. На Ну. прошлой неделе буквально мне пишет там мой агент и говорит: Миш, а можешь вот такое снять? Я говорю, а что там? Ну, как бы она знает о том, что я там снимаю короткометражное кино, да, художественное. Она говорит, а вот рекламу. Я говорю, а что там такое? Ну вот заказчик думал, что искусственным интеллектом они обойдутся и смогут сделать, и не будет видно, но видно. Я говорю, интересно. И я открываю, грамотно все сделано. Он говорит, за 5000 рублей это сделали. Но, говорит, заказчик недоволен, потому что Потому что за он 5000 рублей видит сделано. это, понимаешь? И он хочет это с живым актером. Никто не заменит живого актера, потому что актер сможет рассказать Может, историю. просто за 5000 Нет. рублей невозможно сделать качественный Нет, контекст. да, Я хочу вас Всё дело во расстроить, взгляде, Михаил. вот и всё. Я хочу вас расстроить. Уже сейчас в искусственный интеллект не актеры, правда, а вот при, так сказать, вот таком дистанционном общении уже 99,99999% людей не могут отличить искусственный интеллект от живых людей. Я могу И отличить. то Я же могу, самое, я нет, вы вижу. не сможете. Я И могу. это самое. Я говорю, нет, вы не сможете. И, значит, то же самое, на самом деле, это вопрос времени. Через какое-то время
через какое-то время, то же самое будет как бы на экране. То есть мы не сможем отличить реальность от виртуальности. Это инструмент. А вот в каких руках он Да, находится? это уже другой момент, конечно. Поэтому талантливый человек талантлив во всем, да? И относиться надо к этому как к инструменту. Конечно, если это какой-то дилетант, то он и Ну, так дилетант снимет. не дилетант, если вернуться к этому разговору, если бы Тарантино дали деньги и сказали бы, слушай, езжай в Россию, сними Буратино. Приехал Мы бы и пошли снял. смотреть на Буратино Тарантиновский? Конечно. Ну, а почему зритель возмущается на Буратино, которые сняли наши российские... я Так думаю, а что- почему сразу, если сняли российские ребята, то это плохо? Это прекрасно. Тарантино не будет по Российское заказу кино, делать. Российское кино за вот это вот десятилетие просто не просто шагнуло Претензия вперед. к зрителей не к этому. Претензия к тому, что типа не можем придумать оригинальный сценарий, Можем. оригинальную Почему историю, нет? а Просто переснимаем сейчас все старые. идет тренд на вот это. 17 мгновений весны слабо переснять? Почему не слово? Так переснимут, господи. Переснимут, конечно. Все переснимут Конечно, рано или переснимут. Война и мир. Все переснимут. Пойду и поплачу. а. Войну Да. и мир сейчас снимают. И Сейчас ничего. снимают, да, кстати говоря, «Войну и мир», пожалуйста. Я Так с большим что- удовольствием схожу. Еще раз напомним зрителям нашего подкаста, у вас есть возможность самим сходить в новогодние каникулы, все посмотреть, написать нам, что вам нравится, что не нравится из современного кинематографа. А мы давайте, наверное, вспомним самые яркие события уходящего 2025 Давайте. года. Давайте, Ну вот да. кто какие помнит, просто вот рандомно. Самое яркое для вас в 2025 году что было? Рукотворное или нерукотворное, в общем, искусственное тело летит мимо Земли, и все астрономы мира спорят, что это. Ну, уже понятно, что это не комета, но вполне Ну, возможно, ждем. что Я мимо меня Ждем. пролетело это. инопланетяне. Да. Ты не знаешь, пока... Вот, видишь, самая яркая штука? Так. Несколько месяцев назад, мы знали, что это к нам полетит. Астрономы-то, они все секут там на небе. Они увидели, что к нам летит очень яркое Что-то. и очень быстрое что-то. Ну и предположили, судя по траекториям, что это комета. Это что-то летело к нам 3 месяца и стало Комета. приближаться к Солнцу. Астрономы наши знают, мы знаем, потому что мы это наблюдали. Когда комета подлетает к Солнцу, и Солнце такой плазму выкидывает, комета что делает? Сгорает и рассыпается на Ну, кусочки. тает, да. А эта фигня окутала себя таким, короче говоря, синим облаком, пролетела мимо Солнца, слегка поменяла траекторию, как будто там кто-то так... Да ладно. Да, и полетела, в общем, дальше. То есть она летит достаточно далеко от Земли, мы ее всячески снимаем, весь мир, у кого есть телескопы, каждую ночь фоткают эту штуку, потому что она еще декабрь пролетает мимо нас, еще там Обещали январь в ноябре. захватит. Обещали в ноябре, она и в ноябре у нас не рассыпалась. Но фишка в том, что абсолютно четко ученые сейчас обсуждают, что либо это какой-то зонд искусственного происхождения с другой галактики, Чужие. либо это Наши что-то, родственники. но с другой галактики, но, может быть, даже там что-то есть разумное, но мы не знаем. Прикольно? Прикольно. Слушай, яркое событие. Об этом мы шутили еще, когда пандемия внезапно закончилась. Я всегда к этому отношусь очень просто. Знаете, как мой папа говорит, пока руками не пощупаю, глазам не верю. Вот когда это нечто опустится на нашу землю и оттуда выйдет кто-то, И скажет: Гарик, здравствуй, я инопланетянин. давай я хочу дружить». сниматься у тебя в кино. Я скажу, вот сейчас я верю. Вот сейчас я, понятное дело, что где-то кто-то существует помимо нашей вселенной, да, я в это верю, что мы не одни в этой галактике, в этой черной дыре, но... Все верят? Конечно. Но вот в существование, в то, что вот это вот что-то откуда-то прилетело, и оно там типа что-то где-то там... Слушай, а к тебе не прилетел, он мимо тебя летит, вообще ему пофигу на нашу галактику, Мы нашу для них планету мошки Земля. какие-то. Оно просто мимо летит и даже не знает, что мы за ним наблюдаем. Мне какое дело Какие-то для тараканы, этого? понимаете, здесь, на планете. Мы для них как паразиты. Нас которые- не волнует, что происходит в Намибии, там Адольф Гитлер выигрывает, а мы сейчас будем думать о том, что происходит в нашей галактике. Новость уходящего года. Вы же помните подтанцовку Булановой? Ну, Да. такая, которая вела текущую Красавчики подтанцовку. вообще, Потому что они вообще, ушли да. от Булановой, потому что Печаль. очень Жалко. обиделись на ее директора. Печаль. Это считаю, что это прям потеря. Это да? жалко. А Да. что они ушли? Да зазвездились. А вот, кстати, нам покажите, вот у ребят фотка есть. Он Они заставил вот их, видимо, это... запостили, возник какой-то конфликт с директором. Парни Но я звезду считаю, поймали. что Таня Буланова прям потеряла Да, классный, фишку.
Фишку, Потеряла да, прям. фишку, да. Они же Ну, завирусились. давайте так, смотрите, пускай меня сейчас закидают камнями и санными тряпками, но вся эта история с Кадышевой, с Булановой, это все ежесекундная вещь. То есть они сейчас взлетели и точно так же вернутся туда, откуда взлетали. Про вечное. Умер Папа Римский. Теперь в Ватикане новый Папа Римский. Да, и что? Ну, это... Ну, это... Это течение, уходящего это года. течение Такая жизнь, как бы, да. Течение жизни. Да, что- король умер, что ж да теперь здравствует делать, король, да? типа. Там это самое... Слушай, у нас в России в рыцаре наконец-то... Бекхэма, да, тоже, как бы, и что? Слушай, в России я удивлялась телеграм-каналам и всяким каналам, которые наряду с католиками Европы ждали, белый дым пойдет из Ватикана или черный дым. Бывало ли, когда не выбирали папу? Конечно. Однозначно. Нет, не выбирали с первого раза. Ну да. Там же Вот, кон- я об этом там же- спрашиваю. там конклав да. должен Там же конклав собираться, да. собирается. Конечно. Так мало того, там же есть такая история, что они пока не выберут, они не должны оттуда выйти. Да, они же сидят там. Да, днем то есть и они ночью, первый раз не точно. выбрали, там черный дым, предположим. сидят. да. И дальше. Сидят, их не упускают. Месяц, Да. год, полгода, Да. представляешь? Ну, Ну, извините, видимо, даже у е- всех есть свои какие-то дела, они такие, ладно, ты будешь. И еду не дают, Ну, наверное. Типа того, да. Ну, кстати, вот про яркие истории уходящего года. Вы такие, ой, ничего не помню. У нас Юра Борисов номинировался на Оскар. Красавчик. Доехал до Юра Голливуда. красавчик. Вот Юра красавчик. Это да, вот легенда прям просто легенда. Поддержка. Должен был сниматься у меня в одном проекте, к сожалению, по датам не сошлись, поэтому, Юра, мы еще обязательно поработаем. Слушайте, мне кажется, у Юры вообще и до этой истории с 28-го Оскаром года всё было забито, все мне хорошо, кажется. да, он Да, достаточно не, он востребованный молодец, был он молодец, актер. он Слушайте, супер ну талантлив, а востребован. Саша Петров-то, в общем-то, расстроился, мне кажется. Что его не номинировали на Оскар? Ну да. Потому что, мне кажется, Саша Петров в танке-то- прекрасно а в танке-то зарабатывает оба были. здесь. Ограбили Лувр. И мы про это Старики-разбойники. говорили. И, кстати, до сих пор драгоценности не нашли. Да, на Мы Авито все пускай ждем, что посмотрят. их найдут в Англии, как нам на Авито они напророчила великая Ванда Фатима Хадуева. Фото следователя, которое завирусилось, и все посчитали, что это следователь. Какие у них формы, Он оказался интересные. не следователем. Это оказался подросток, который совершенно случайно проходил мимо. Он просто любит одеваться в таком детективов прошлого века, да. И вот завирусилась фотография. Парень стал известен буквально на весь мир. То есть Лувр стал известен на весь мир, парень стал известен на весь мир. Все Парень счастливы. стал известен на весь мир после Лувра. Раз у нас новогодняя эта история, Да. у меня вот лично для вас, Михаил, Да, есть проверка, тест. Можно? конечно. Значит, маленькая новогодняя викторинка для вас, если можно. Можно, вы позволите? Конечно. Прекрасно. Что означает финское название? Ну, вы тоже можете потом как бы свои варианты. Что означает финское название Санта-Клауса Йоулупукки? Варианты. Сейчас я скажу варианты, а вы скажете правильные. Значит, рождественский козел, Дедушка Мороз или розовые щечки? Я думаю, что это розовые щечки. Рождественский козел. Да. Когда впервые, да, Йолупуки. Когда впервые стал отмечаться Новый год? Значит, в 1889 году в Хельсинки, 4000 лет до нашей эры в Вавилоне, в 1915 году в деревне Морозово Ивановской области. 1884. 4000 лет до нашей эры в Вавилоне. Чем обусловлено празднование Нового года именно 1 января? В этот день исчезает магнитное поле Земли. Интересно. В этот день, по преданию, женился Санта-Клаус. Ничем. 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 Вообще Вопрос ничем, к Михаилу. Да ничем. Абсолютно. Да. Ничем, абсолютно ничем. Это просто рандомная дата была взята. Значит, а кто... Говорю, 1 сентября А же история, было. а история с Санта-Клаусом и Дедом Морозом? Почему один в красном, другом в синем? Это уже отдельная история. Значит, кто поздравляет... Он не знает. Это алкоголь. Да. Кто поздравляет с Новым годом Тогда нас своих... должен быть синий. Позвольте? Кто Значит, кто поздравляет с Новым годом своих домашних животных? Бельгийцы, белгородцы, боливийцы. Белгородцы. Белгородцы. Я боливийцы. Да не, Бельгийцы. Бельгийцы? Значит, да, поздравляют с Новым годом своих домашних животных. Ну, типа подарки Почему? им дарят. А почему белгородцы не могут? Не, ну, если захотят, да. Но я имею в виду, Подождите. Вот Новый год, алкоголь, Пошел собачка. свинью обнимать. Конечно. Да, Ну, дарить наверное. подарки. Родная косточки, моя, да, тебе конечно. подарок. Вот. Хорошо, дальше поехали. Абсолютно Значит, русская почему в Японии на Новый год звонят 108 раз? Ха. Потому что в японском году 108 дней,
чтобы очистились 108 грехов и для воспоминания о 108 самураях-девственниках. Прости, 108 раз звонят в дверь, когда в гости Не-не-не, приходят? ну там вот выхватит. В набат погадать, какой-то. да, там. Слушайте, 108 самураев-девственников Мне очень кажется, интересно. про грехи. Вот, да ладно, ну 108 самураев-девственников. Прикинь, Озвучьте если- первые два варианта еще раз. Короче, потому что в японском году 108 дней, чтобы очистилось 108 грехов, 108 не или для смешно. воспоминания о 108 самураях-девственниках. Наверное, самурай... Я за самураев Я за девственников. самураев. Прям Я за романтично. Давай, грехи. во-первых, романтично, во-вторых, Мне представляешь, кажется, это грустно. какие... 108 вообще очень девственников. романтичная история. Трагичная. Самураев ключевой. Не Самураев. самурай и ек, Не, а не, самураев. А я Это правильно очень помню, что грустно. самураи сами себя... Это Если Не-не-не. ты накосячил. обрезание делают? Нет, это ну, не важно. Короче, чтобы очистились 108 грехов. На А самом если деле. 109 такой, да блин? Да, Да блин, блин. всё. А если Да не хватает блин, 106? серьезно, а? Короче, вот слушайте дальше. Да. Ну. Что едят испанцы ровно в полночь в Новый год? Варианты. Каталонскую конскую колбасу, жареные гауди или виноград. Виноград. Вот, А я Михаил, ваш колбасу вариант. возьму. Конскую. У меня нет Ваш- ответа. ваш вариант. Нет Жалко, от- конечно, нет лошадок, ответа. но... Виноград они едят. Да? Да. О, вот это у я них попал по традиция, теме. традиция такая. Ну что, у нас Хорошо. оливье и мандарин. Что в Италии приносит удачу на Новый год? Красное нижнее белье, пицца в виде Красиво. снежинки или гадание по фотографии Мелани. Вот, Я которая- нижнее белье возьму. Конечно, это Я вообще, 100%. да. Красное нижнее белье, все верно. Что наряжают в Новый год в Австралии? Кенгуру, эвкалипты или баобабы? Эвкалипты. Кенгуру. Че, серьезно? Кенгуру, Прикольно. нет? Эвкалипты все-таки. Нет, ну кенгуру. Кенгуру смешнее, да. Нарядили, она круто. такая поскакала, Я короче поскакала. говоря. Слушай, ну вот Весело. Кирилл предложил тебе интерактив, а я тоже Давай. тебе предложу. А я не Мы буду с- предлагать. А мы с Гариком, мы уже посоветовались с Гариком даже. Гарик дал нам тут ценные советы. Предложим тебе тоже интерактив. Ну, собственно, вот к новостям ушедшего года. Я реально считаю, что самая крутая новость уходящего года, это что в ноябре Тому Крузу дали заветный Оскар. Да давно он должен был Мало получить. того, что, да, он же 4 раза номинировался на Оскар, ему 4 раза не давали, причем там были, в общем, достаточно неплохие картины, но все-таки решили в конце этого года дать, вроде как по-советски, за заслуги перед Отечеством. Его лучшая роль, знаешь, какая? Роль продюсера вот этого. Какой харизматичный. Толстый, который? Да, какой. Ну, мне кажется, Том Круз вообще краше Он многих прекрасен. поколений даже в А нашей ты видела стране. фотографию, где он с ребенком, со своим сыном, и потом вот современные фотографии, где сынок уже вырос, посидел таким с пузиком. И а Том Круз такой да, красавец. такой же, он Да, такой такой же. же, То есть такой он же, такой же. где-то хранит свой То есть, портрет. представляете, моя бабушка была в него влюблена, потом моя мама, потом я, условно. А потом будут А еще Том Круз все такой же. внуки, внучки. Да, как хорошее вино, не стареет. Как он Так классный. вот, смотрите, Тому Крузу вручили Оскар, и мы предлагаем тебе фрагмент его речи. Ага. Мы решили не писать для тебя текст, потому что ты хороший актер. Ага. Ты можешь находиться в текущих обстоятельствах. Ага. Правильно я говорю это по Нет, актерски? Предлагаемых. В предлагаемых, да, в предлагаемых, прости, обстоятельствах. Завалил я этот раздел 3 раза. Ну, завалил, не завалил, сейчас Да. мы посмотрим. Тебе нужно придумать, В этот как момент, будто видимо. бы он говорит. Давай представим себе рандомно, ну что давай. это какое-то обращение к Давай, кинематографистам давай, России, о том, что... Дай человеку простор. Ну, фантазии. да. Окей, что хочешь, что- Дай мне поиграть. Дорогие друзья, спасибо. Да, спасибо. Спасибо вам, зрители, мои коллеги. Спасибо. Я люблю вас. Вот их люблю. Тех люблю тоже. И этих еще раз. Поаплодируйте им. Им никто не аплодирует. Да. Давно не аплодировали. Спасибо. Да. Прекрасный вечер. Новогодний. Да, сегодня вот мы собрались здесь. Подарок я, значит, себе загадал. И вот в этот подарок я наконец-то получил. Спасибо. Да. Мои коллеги, кинематографисты, зрители, актеры, партнеры, гаферы, режиссеры, сценаристы, гримеры. Да, спасибо.
Я очень благодарен, что меня наконец-то оценили американские кинематографисты. Но сегодня я хотел бы обратиться к российским режиссерам. Моя вторая мечта после «Оскара» — сняться в российском кино. Я понимаю, что в России очень много актеров прекрасных, таких как Юрий Борисов, Александр Петров, Прилучный. Простите, они постоянно на экранах. Я слежу за российским кино. Петров даже сыграл похожего героя, как мой друг Леонардо Ди Каприо. Ну, такой же с бородой, в беде. Прилучный похож на меня во многих работах. Играет такого мачо. Лично хочу обратиться к Сарику Андреасяну. Мечтаю сняться у вас, Сарик. Я хороший актер. И «Оскар», и мои работы этому подтверждение. Я надеюсь, что эта мечта сбудется. Всех с наступающим Новым годом. Спасибо. Хороший тренинг, кстати. Хороший тренинг. То есть хороший тренинг, вот не готовясь, ничего, просто взять вот так вот и сходу придумать, ну, что может говорить человек в такой ситуации. Хорошо. Спасибо большое, Кирилл. Да классно. Слушайте, сегодня у нас 26 декабря. Я напоминаю, через 5 дней, 5, да? Ой, Новый год. У нас через 2 дня у Миши Салина день рождения. А еще Международный Да, день кино. И Международный день кино. Мы Ура! заранее не поздравляем тебя, Всех. но мы как бы поздравляем. А еще, конечно же, мы бы хотели пожелать и поздравить наших зрителей, которые посмотрят нас, или когда-то Чтобы уже нас продолжали посмотрели. смотреть. Продолжали нас смотреть. Оставлять есть, комментарии. Есть такие герои. Ставить Желаем лайк. вам мира, счастья, бобра. Помните, год 25-й начался с мема, песня, которая завирусилась, мы вдвоем с бобром. Год кого? Готовим ужин Да, с хотел поленом, спросить. Год кого сидим идет? за столом. Это чей Что? год? Год кого идет? Да кто же его знает, чей год-то идет? Да я уже запутался. Но желаем всем бобра. Ну, чтобы любом было с случае. кем посидеть, Год бобра. ужин Год золотого приготовить. бобра. Всем бобра и хвосты бобровые. Да и вообще, счастья, любви. Да, подписывайтесь на наш Конечно, канал. любви. Здоровья Смотрите главное. нас больше. Доброжелательности. Не злитесь. Больше комментов И добавляйте, поменьше алкоголя, ребята, Пишите, берегите всё. печень. Вашу боль пишите, мы всех читаем. Всех любим.